Всем привет! У нас еще пока что третья воронка времени. У нас появились негативные руны и 100-й уровень. Поэтому рассмотрим в этом видео два варианта команды Ледяного Взрыва через рейту, и бонусом еще будет пачка с огаком, потому что, само собой, рейта есть не у всех. Сегодня пока что получилось набить урон вот такой. Вчера более-менее ситуация была чуть другой, короче. 2,7 получилось набить. Сегодня еще особо не реролил. Почему будет два варианта команд? Потому что не знаю, с чем это связано, как-то от фаз головы, смотря как мы начнем. Бывает так, что у кого-то лучше, когда две синих головы, а потом красная, а у кого-то лучше, когда сначала синяя, а потом сразу на красную переходим. По туману использую вот такой. Получается, сбор тумана у нас идет через получение лечения и щита по одному заряду и за наложенное ослабление. И рассеивание тумана у нас происходит за счет нанесения урона по одному заряду и за счет усилений. У нас в команде очень много усилений. При активации ультимейта мы получаем много усилений. Плюс у нас в команде Филосия, которая накладывает очень много усилений, что помогает нам без проблем переходить в фазу красной головы, в которой у нас будет повышенный урон. Также хочу вам напомнить, что если вы еще этого не сделали, вы можете поддержать создателя контента и получить награды на свой аккаунт. Вас перекинет на веб-страницу, вам нужно будет авторизоваться, выбрать своего персонажа и ввести код создателя. Он перед вами на экране. Вы получите сразу награды при активации и дополнительные награды уже по окончанию ивента. Ивент обновляемый. Перейдем к самим командам. Питомец используется у нас голем. У меня получается 3 таланта нужных и один пока что такой себе, который нужно заменить, но пока что не получается. Билдель полностью урон, шанс крита на максимум выжимаем и атаку. Ну, у меня получилось еще и крит урона насобирать бонусом. Далее, шина у нас обязательно в мификах, а не в каких-либо сетах. Так урона у нас получается намного больше. Шанс крита где-то около даже 40% будет достаточно. 50 это прям вообще идеал. Рейта, рога и сет путника. Также не забываем про ускорение. Если нам не хватает до 18 секунд, то берем вот этот талант. Далее, Зорок. Обязательно именно вот этот сет. И максимум выживаем ему именно атаки. Орган. Далее у нас Филосия. Она будет у нас, кстати, кукольника. Мифический жилет вот такой вот на просвет, который дает повышенный урон при накладывании щита. По поводу талантов тоже очень важно. Последние два таланта я беру вот эти. Этот талант даст нам сопротивление, а этот талант будет нас подхиливать. Плюс я не знаю еще с чем это связано, если я беру какие-то другие последние два, допустим, даже вот эти. Потому что в некоторых данжах приходится использовать чистки, вот, и мне приходится перекидывать. Потому что когда я беру вот эти два, у меня не получается пропустить фазу, именно чтобы я с синей головы перешел обратно на синюю. Потому что в этом варианте будет именно такой. Мы сначала бьем две синие, потом уже переходим на красную. Я не знаю, почему у меня урона так выходит больше. Покажу вам тайминги. Именно в этом варианте я использую вот такие тайминги. Получается, мы начинаем синюю голову, потом опять мы возвращаемся на синюю, не переходя в красную. И потом уже бьем красную. По поводу жилетка или ребра на Филосии, это уже смотрите сами, потому что у всех тоже по-разному. Все зависит от стат, выживаемости команды, поэтому у меня, допустим, с ребрами лучше получается. У кого-то билдель очень рано умирает, либо вообще Филосия не стоит никак. Поэтому приходится ставить жилетку, соответственно, урона будет больше. Поэтому нужно именно тестировать, проверять, не так, что там взяли код, вставили, все, умерли, потом
пишете, что вот у меня так плохо. Вот нужно именно тестировать, потому что очень все индивидуально, и все-таки пару моментов нужно будет именно проверять самим. Как у нас происходит бой именно в данном варианте. Получается, мы не используем никакие навыки, никакие ультимативные способности именно на первом цикле. И ультует Филосия, нам не хватает чуть-чуть капелек тумана, чтобы перейти на красную фазу. Мы, получается, бьем 2 синие головы подряд. Вроде как, если логически подумать, да, то мы теряем урон. Почему так выходит, но именно за весь бой получается урона больше. Как это работает, пока что непонятно, но опять-таки это у всех индивидуально, поэтому нужно тоже будет проверять, как у вас лучше построить цикл. Вот видите, только вот получается на 3-й раз, то бишь 1-й раз мы били синюю, 2-й раз синюю, и уже на 3-й раз мы только переходим на красную. Все, и сейчас у нас начинается именно идти поочередный цикл. Второй вариант, который тоже я советовал бы проверить, потому что у всех все по-разному. Это с вот такими таймингами, опять по экипировке у нас ничего не меняется. Тут если что-то под восклицательным знаком, это потому что я просто не переодевал. Вот. Что касаемо Филосия, также даже, что в первом, что в втором варианте нужно будет вам проверить, как лучше, с жилеткой или с ребрами. Чем отличается второй вариант от первого? Тут у нас уже цикл идет именно на построение такого, что синяя голова, потом сразу красная. То бишь мы красную голову здесь не пропускаем. Поначалу я использовал именно эту команду. Тоже урон был в принципе хороший, но почему-то именно с пропуском первой красной головы у меня урона больше. Опять-таки, возможно, именно этот вариант вам подойдет лучше, поэтому можете пробовать эти тайминги. Оба кода команды будут в описании, поэтому можете использовать. Тут у нас получается как все происходит. Мы за счет того, что мы нанесением урона снимаем также туман, получается мы начинаем ультовать, наносим урон, получаем усиление, потому что Зорок и Шина, когда ультуют, мы бафаем команду тоже на шанс крита, на крит урон и так далее, плюс кристаллы. И получается момент, когда Филосия... Так, что-то пошло... я не переключился. Не извиняюсь. Так, сейчас. Момент. Да, у меня осталась старая команда. Я думаю, что... что-то не так. Все, вот у нас уже вторая команда получается. И тут у нас сейчас будет разультовочка. Сходу прям сразу мы начинаем наносить урон. Почему на 14 секунде? Потому что нам нужно, чтобы рейта ультовала перед боевыми, но при этом еще и продлевала все штрафы. Такие как штраф защиты, который будет кидать Шина, и штраф от нашего питомца. Вот. Получается, при данных таймингах мы сразу же переходим на красную голову. У кого-то урона больше, когда мы так бьем, у кого-то меньше. Перейдем теперь к команде с Олгаком, для тех, у кого нет рейты. Сам я как бы не пользуюсь, но много подписчиков, в принципе, писало. Кто сам бьет, они также стараются нанести как можно больше урона. И также, используя уже их сборки, всякие там варианты, создал вот именно вот эту команду. Тут будет опять-таки по поводу входа в цикл. Допустим, если мы хотим начинать с красной головы, то используем тайминги именно на наших дамагерах вот такие. Огак и Филосию мы не трогаем. Получается, мы для своего теста будем сдвигать только наших ДД
и питомца, соответственно. Вот данные тайминги будут под старт синяя, красная голова. Если хотите попробовать, то можете так же, как у меня было видео с ретой, либо в принципе тут и так все понятно. Нам нужно будет 40 поставить на 18,1, шину на 18,6 и билдель, соответственно, также сдвинуть на 26,5, где-то так. Вот. Ну, опять-таки, вам нужно будет проверить, как лучше у вас. И также с Филоси. Если у вас проблемы будут с выживаемостью, то ставим жилетку. Тут, в принципе, в этой фазе как все происходит. Если мы в случае с рейтой, нам нужно было перед боевым дать штраф, усиление защиты, да, для нашей выживаемости. В команде с Огаком нам нужно, получается, зацепить такой момент, чтобы мы были здесь уже на full хп, отхиленные, вот. Бессмертие все равно работать не будет, потому что когда босс набирает 100 стаков, он уже будет игнорировать наше бессмертие. Соответственно, нам нужно, чтобы именно в этот момент мы уже были все на full хп. Получается, босс нас бьет, а мы такие уже стоим все отхиленные. Вот именно благодаря этому только нам получается выживать и переживать вот эти два навыка. Ну и, соответственно, мы, когда от ульты все равно урон получаем, мы входим в бессмертие также и, соответственно, отхиливаемся. Все. С Огаком, думаю, мы разобрались. Второй вариант, если под синяя-синяя, я вам объяснил, как делать. Тоже, конечно, советую именно попробовать, не игнорировать это все. Как лучше. Получается, у нас какие варианты вообще есть. Что в первом, что втором. Нам нужно потестировать циклы с головами. Это первый момент, как лучше. И второй момент, это в обоих пачках протестировать жилетка, либо ребра. Вот. Поэтому советовал бы каждому потратить время все-таки и сделать несколько траев на первом варианте. Потом поменять жилетку и ребра. Тоже сделать несколько траев. И потом уже то же самое при других циклах тоже протестировать. Все. У кого какие вопросы остались, пишите в комментариях, спрашивайте в телеграм-канале. Кто не подписан, подписываемся. До скорых встреч. Всем пока.